сейчас изучение свойств непрерывных функций. Мы начали с двух простых свойств, о том, что если функция непрерывна в точке и не равна в ней нулю, то вместо характеристики точки она тоже не равна нулю, и более того, что, собственно, почти так же очевидно, принимает значение одного знака. Потом мы доказали более содержательное утверждение, более полезное, о том, что арифметические операции не нарушают свойства непрерывности. Сумма непрерывных функций, произведение, частная, непрерывные функции. Доказали мы это для частного. Вот. Тем самым мы расширили набор непрерывных функций. Сейчас у нас уже практически все элементарные функции являются непрерывными. Мы это не то что полностью доказали, но много из этого мы доказали. Есть еще одна операция, которая позволяет из имеющихся функций получать новые. Да? Это вот операция суперпозиции. И сейчас самое время о ней поговорить в связи с непрерывностью. Мы уже доказали теорему о пределе суперпозиции. Так вот, в случае, если внешняя функция является непрерывной, условия этой теоремы существенно упрощаются. Вот сейчас мы это и увидим. Значит, заголовок пункта суперпозиция непрерывных функций. А теорема будет такая. Теорема о пределе суперпозиции, длинная заголовок. Теорема о пределе суперпозиции в случае, когда внешняя функция непрерывна. Теорема о пределе суперпозиции в случае, когда внешняя функция непрерывна. Как обычно, когда мы изучаем суперпозицию, у нас имеются две функции, это g. Их области определения и области действия согласованы. Значит, определена вот такая суперпозиция от x. Ну, для наглядности, опять же, считаем, что f действует для x, g действует для y. Пусть А предельная точка Е. Не обязательно она принадлежит Е. Так? Первое условие. Существует предел функции f от x, когда x стремится к А и равняется он b, принадлежащей g. Это в точности, ну и давайте напишем, что b предельная точка g. Кстати, да, вот тут уже важно, что b принадлежит g. Значит, если сравнить это с формулировкой первого условия нашей исходной теоремы, то мы увидим, что практически то же самое, за одним исключением. Там мы не требовали, чтобы b принадлежало g. Нам было достаточно, чтобы b была предельной точкой g. Потом мы изучали предел функции g мало в точке b, а для того, чтобы о пределе можно было говорить, нам достаточно требовать, чтобы вот эта точка была предельной. Но сейчас мы хотим воспользоваться непрерывностью функции g в точке b. Но мы помним, что непрерывной функция может быть только в тех точках, в которых она предельна. Итак, первое условие практически такое же, как и в основной нашей теореме о суперпозиции. Второе условие. Второе условие вот какое. G непрерывно в точке B. И все. И все. Никакого третьего условия нет. Какое было третье условие в исходной теореме о суперпозиции? Мы требовали, чтобы
точках, отличных от А, функция f не принимала значение b. Да? Потому что если такое случится, то могло оказаться так, что в окрестности точки А вот эта суперпозиция могла попадать в точку b, а как ведет g в точке b, мы из того, каков предел, мы знать не можем и не могли просто в этой ситуации доказать утверждение о пределе суперпозиции. Здесь ничего такого нет, потому что вот свойство непрерывности, оно очень хорошее, и эти неприятные случаи отбрасывают. Мы это сейчас увидим. Ну вот, если эти два условия выполнены, тогда существует предел суперпозиции GF от x, когда x стремится к А. И этот предел просто-напросто равняется значению функции g в точке b. Существует предел, и он равняется значению функции g в точке b. А если вспомнить, что такое b, и записать, что это есть g от предела f от x, когда x стремится к a, да, то видите, что получается? Мы хотим найти предел суперпозиции, да? Мы сейчас докажем, что он существует, и вот из этого равенства мы видим, что для этого достаточно этот предел взять и внести его под знак внешней функции. Да? Что такое g суперпозиция f от x? Ну вот смотрите, предел g от f от x это и есть как раз суперпозиция. Да? Так вот, из нашей теоремы следует, что вот это g я могу вынести за знак предела и написать, что это будет просто g от предела f от x, когда x стремится к a. Видите? Поэтому, если внешняя функция является непрерывной, ее можно выносить за знак предела. Ее можно выносить за знак предела. Вот это такое словесное описание нашего результата. Значит, непрерывную функцию, или, кстати, можно наоборот, вносить под знак предела. Да? Если мы уже знаем, что у нас предел f от x равняется какому-то значению, мы можем на все это подействовать функция g, которая непрерывна, и внести ее сюда. И тогда мы получим, что это может быть, ну, разумеется, не это уже, а именно g от этого предела будет равен предел суперпозиции. Значит, непрерывную функцию можно выносить за знак предела. Так вот коротко можно описать результат этого утверждения. Вот, значит, нам надо доказать вот этот факт. Вот этот факт. Это уже я просто вспомнил, что такое b. Как обычно, доказывать будем с помощью критерия в терминах предела последовательности. Для того, чтобы доказать существование предела функции, нам надо доказать следующее, что для любой последовательности xn, такой, что xn принадлежит e без a, и xn сходится к a, когда он стремится к бесконечности, выполняется. Мы хотим доказать что? Что вот такая последовательность стремится к g от b, когда n стремится к бесконечности. Вот это. Если мы это докажем, то мы докажем наше утверждение. Ну а что у нас есть? Вот взяли какую-то последовательность. Мы знаем, что предел функции f существует и равняется p. Значит, по тому же критерию, уже по его какой необходимой части, да, из условия 1
силу необходимого условия, необходимой части критерия, мы получаем, что f от xn стремится к b, когда n стремится к бесконечности. Это мы знаем. Предел функции существует, значит, любая последовательность такого вида, она сходится. Ну, давайте мы это через yn для краткости обозначим. Итак, мы имеем yn, которая стремится к b. Здесь, обратите внимание, я могу написать только то, что yn принадлежит g. Выбросить b я не могу. Выбросить b я не могу. Вполне возможно, что вот какие-то элементы нашей последовательности равняются. Да? Потому что у нас нет третьего условия, которое было в предыдущей диаграмме. Но это не важно. Здесь это ни к чему плохому не приведет. Значит, yn принадлежит g. Это означает, что мы можем рассмотреть, где тут это записать, давайте здесь. Мы можем рассмотреть вот такую последовательность. Она всегда определена. Так. Что означает, что g непрерывно в точке b. Значит, из второго условия. Ну, тут даже не на что ссылаться, это, собственно, определение непрерывности. Мы получаем, что предел функции g от y, когда y стремится к b, чему равняется? g от чего? g от b. Да? Если функция непрерывна в точке, и точка является предельной точкой g, не является изолированной, то это означает, что предел в этой точке существует и равен значению функции в этой точке. Ну, а если мы теперь опять-таки используем критерий существования предела, и опять получается у нас используется необходимое условие в силу необходимого условия критерия. Ну, какого критерия я не буду пояснять. Для любой последовательности yn, принадлежащей g, и такое, что yn стремится к b, мы получаем, что g от yn стремится к g от b. Почему здесь я могу отбросить требование, что yn не равняется b? Потому что в точке b ничего плохого с моей последовательностью не произойдет. В точке b мы получим то самое значение, которое является предельным. И поэтому никак эта ситуация, пусть тут хоть все точки будут равны b в этой последовательности, все равно у нас это никак не испортит предел. Да? У нас все эти значения будут попадать ровно в ту точку, которая пределами является. Значит, можете это отметить, просто чтобы вы на это внимание обратили. Да? Здесь уже не нужно требовать, чтобы в нашей последовательности отсутствовали точки, равные b. Потому что в точках, равных b, мы получаем то же самое значение, что и предел. Они никак не испортят. Да? Если даже их бесконечное множество, они будут попадать в любую окрестность этой точки. Они будут попадать именно в центр этой окрестности. Ну, так, если это выполняется, то посмотрите, та последовательность yn, которая нами построена, полностью удовлетворяет условиям. Да? Раз это для любой yn, то
Давайте, может, тогда мы тут yn штрих сделаем, чтобы вы отличили. Да? И вот в качестве этого yn произвольного, значит, для yn штрих выполняется то же самое. То есть g от yn штрих стремится к g от b. yn штрих это какая-то последовательность, удовлетворяющая всем условиям, указанным здесь. Значит, для нее тоже это выполняется. Ну а теперь вспоминаем, что такое yn штрих, и окончательно получаем, что значит, для любого xn, такого, что xn, вот здесь, видите, здесь я требую, чтобы xn не принимало значение а, потому что относительно внутренней функции я никакой непрерывности не требую. Она может себя вести в точке А самым причудливым образом. Она может вообще быть не определена в точке А. Да? Мы требуем, чтобы А была просто определенной точкой. Так что здесь вот это было. Это важно. А вот для функции g это уже не важно. Для любой такой последовательности, такой, что xn стремится к А, мы получили, что g от f от xn стремится к g от b. Так вот мы это показали. Вспомним, что такое yn штрих. Это как раз f от xn. Вот мы это доказали. И значит, в силу достаточной части критерия, вот, мне удобно стрелочку нарисовать сюда, да? А вы можете это переписать. В силу достаточной части критерия существования предела в терминах предела последовательности. Мы получаем то, что хотим. Вы можете сравнить эту теорему, ее доказательство с доказательством первой теоремы о суперпозиции, увидеть, что схема абсолютно такая же. Только в данном случае условие более сильное для внешней функции, поэтому не требуется дополнительных условий в самом деле. Ну вот, доказали. Следствие этой теоремы. Следствие о непрерывности суперпозиции. Видите, в этой теореме мы относительно функции f не требовали никакой непрерывности. Надо было просто, чтобы у нее был предел. А если потребовать? Если потребовать, чтобы и внутренняя функция была непрерывной, то тогда мы получаем, что из этой теоремы, что суперпозиция будет непрерывной. Вот давайте это и отметим. Ну, как и в теореме у нас даны функции f и g, неохота мне еще раз написать, ну вот вы давайте напишите, значит, даны функции f и g, вот, и что еще дано? Что f непрерывно в точке А, ну, естественно, из Е, давайте напишем, f непрерывно в точке А G непрерывно в какой точке? B. А что такое B? F от А, конечно. А G непрерывно в точке F от А, ну, естественно, тоже принадлежащий G. Так? Вот два условия. Никакие пределы писать не нужно. Из условия непрерывности уже понятно, что там будут пределы. Сейчас мы напишем при доказательстве. Тогда суперпозиция GF непрерывна в точке А. Определена она, как вы понимаете, в Е суперпозиция, да, это от X функция. Так вот, эта суперпозиция непрерывна в точке. Доказательство.
Что мы хотим доказать? Ну, давайте тут еще отметим, вот как здесь, да, что А предельная точка. Еще раз напомню, что если у нас изолированная точка, то в ней любая функция непрерывная, это неинтересный случай. Пусть А предельная точка. Тогда нам требуется доказать следующее, что предел суперпозиции, когда x стремится к А, равняется значению суперпозиции в этой точке. Вот это мы хотим доказать. Это мы хотим доказать. А что мы знаем? А мы знаем следующее, что первое, предел f от x, когда x стремится к А, равняется f от A. В силу непрерывности функции f. Ну и вот это можно обозначить на какую-то секунду через b. То есть выполнено первое условие нашей теоремы. И второе условие выполнено. Как тут сказано? Что g непрерывно в точке b. Оба условия теоремы выполнены. Значит, по теореме, только что доказано. Ну, давайте я здесь это напишу, чтобы выше было. По только что доказанной теореме. Вот смотрим на формулировку. Существует предел суперпозиции точки А равный GB. И нам осталось вспомнить, что такое B. А F это F. B это F. И это можно записать как G суперпозиция F от A. И вот это ровно то, что мы хотели доказать. Отличие следствия от самой теоремы в том, что в следствии мы требуем не просто существования предела внутренней функции f, а требуем непрерывности функции f в этой точке. В этом случае вся суперпозиция в этой точке будет непрерывна. Вопрос. Теперь давайте применим нашу теорему о суперпозиции в случае, когда внешняя функция непрерывна, для вывода тех эквивалентностей, которые я уже приводил пару лекций назад. И я думаю, вы ими уже активно пользовались на практике, но вот мы еще их не доказывали. Вот сейчас давайте докажем. Итак, некоторые эквивалентности. Ну, что такое эквивалентность, мы уже дали определение. Да? F от x эквивалентно g от x, когда x стремится к a, если предел f от x, деленный на g от x, когда x стремится к a, равняется единичке. Ну, мы считаем, что g от x не равняется нулю. Так, в некоторой окрестности А. Вот первая эквивалентность. Ну, давайте сразу ее запишем, потом уже. Можно написать так. Логарифм по основанию А от единицы плюс x эквивалентен логарифму по основанию А от e, умноженному на x, когда x стремится к нулю.
На самом деле, видите, и здесь 0, и здесь 0. Так вот, оказывается, что и левая, и правая функция стремятся к нулю с одинаковой скоростью. Иными словами, мы хотим доказать, что предел, когда x стремится к нулю, логарифма а от единицы плюс x, деленный на x, равняется логарифму а в. Согласны, что это одно и то же? Я мог бы, конечно, этот логарифм тоже написать здесь, и тогда получилось бы единичка. Ровно то, что нужно. Но мне эту константу удобнее вынести так, немножко нагляднее, на мой взгляд. Вот надо это доказать. Если мы это докажем, то это мы докажем эту эквиваленцию, это одно и то же. Видите, знаменатель в ноль не обращается, мы к нему просто стремимся. Кстати, мы к нему стремимся слева или справа? Или все равно? Слева. Почему справа? Почему справа? Откуда угодно, так? Логарифм, разумеется, для отрицательных чисел не определен. Но мы-то не около нуля аргумента прыгаем, мы прыгаем около единицы аргумента. Да? Так что, если взять окрестность единицы, скажем, радиуса 1/2, то все точки этой окрестности будут входить в область определения логарифма. Просто не нужно брать x слишком маленькое. Но мы слишком маленькое не будем брать. Да? Так что и слева, и справа, как угодно. Это самый обычный двусторонний предел. Так, как же нам это доказать? Мы это докажем с помощью второго замечательного предела. Давайте вспомним, что он из себя представлял. Значит, мы его записывали в таком виде. Единичка плюс единичка на x в степени x, когда x стремится к бесконечности. И это равнялось e. Так? Бесконечность здесь имеет любой знак, то есть можно стремиться хоть влево, хоть вправо. Я могу это переписать. Я могу это переписать вот таким образом. Смотрите. Если аккуратно это сделать. Я могу это представить в виде суперпозиции единичка плюс y в степени единичка поделить на y, суперпозиция единичка на x. Правильно? Я просто взял и вот это выражение единичка на x представил в виде внутренней функции. Значит, всюду вместо y я должен поставить единичку на x. Ну, как вы понимаете, ровно то и получится. Это предел суперпозиции. Тут о непрерывности речи нет, тут это не обязательно. Вот если x стремится к бесконечности, вот эта внутренняя функция к чему стремится? К нулю. Причем, видите, опять же, к минус бесконечности, к плюс бесконечности, все равно будет стремиться к нулю. Слева, справа, не важно. Вот. Нигде эта функция в ноль не обращается. То есть третье условие нашей основной теоремы суперпозиции выполнено. Значит, можно воспользоваться этой теоремой. Первая теорема суперпозиции, как она формулировалась коротко. Предел суперпозиции равен пределу внешней функции. Ну и, значит, получаем предел y стремится к нулю, единичка плюс y, единичка нуль. В принципе, конечно, можно было это и быстрее сделать. Вы на практике наверняка постоянно вот так вот в виде суперпозиции не представляете. Да? Ну, просто можно сказать так, да? Перевернем это x, да? Будем рассматривать единичку на x как новую переменную. Тогда, если старая переменная стремилась к бесконечности, то новая будет стремиться к нулю. И мы получаем вот эквивалентную запись. Ну и мне удобно будет опять вернуться к x. То есть предел единичка плюс x в степени единичка на x, когда x стремится к нулю. Это вот еще один вариант записи второго замечательного предела. Это тоже нет. Заметьте, это та же самая неопределенность вида единичка в степени бесконечности. Вот, а теперь я воспользуюсь второй теоремой суперпозиции. Что я сделаю? Я применю к этому соотношению слева и справа
функцию логарифм А. Воздействую на это равенство функции логарифм А. Ничего не изменится, да? С одной стороны логарифм А от предела единичка плюс х в степени единичка на х стремится к нулю. А с другой стороны просто логарифм А от e. Ну, кстати, ровно то, что стоит в нашем соотношении справа. Вот, правда, стер я тот факт замечательный, к сожалению. Но вот тут он фактически остался, да? Не совсем. Предел g суперпозиция f от x, когда x стремится к a. Если g непрерывно, то внешнюю функцию можно вынести за знак предел. Это у вас уже было записано, я просто напоминаю. Но ведь можно это соотношение и в другую сторону применить. Вот смотрите, у меня логарифм непрерывная функция, а в нем стоит предел. Значит, согласно этому соотношению, я могу логарифм внести под знак предела. Это я уже могу стереть. И что получится? И получится уже снаружи предел. А здесь логарифм А от единички плюс х в степени единички на х. Равняется. А теперь осталось воспользоваться свойством логарифма. На логарифм степени можно преобразовать, перенеся этот показатель в виде сомножителя перед логарифмом. И получаем предел логарифм А единичка плюс х умножить на единицу на х, то есть, короче говоря, просто поделить на х, когда х стремится к нулю. И вот это, мы знаем уже, что это равняется логарифму e по основанию А. Ну вот, смотрите, ровно то, что мы хотели доказать. Это, кстати, можно было еще так записать. Единичка поделить на натуральный логарифм от А. Что такое ln? ln от x это есть логарифм от x по основанию e. Ну, знаете свойства, да? Если мы хотим поменять местами аргумент и основания, то надо сам логарифм перевернуть. Вот можно еще так было записать. Букв будет меньше использоваться. Ну вот, значит, мы доказали этот факт, значит, мы доказали этот факт. Особенно просто этот факт записывается, когда А равняется Е. Его и запомнить проще всего. Значит, натуральный логарифм единички плюс х просто эквивалентен х, когда х стремится к нулю. Вот такой. Вот. Но я уже говорил, что при вычислении предела мы можем в произведении заменять функцию на эквивалентную функцию. Мы, правда, это еще не доказали, но, во-первых, мы это докажем, во-вторых, пока можете, кстати, попытаться сами доказать, это очень легко. Да. А мы можем доказать непрерывность логарифма без использования чата? А мы разве сейчас доказываем непрерывность логарифма? Нет, не пользователь. Непрерывность логарифма проще всего доказать по определению непрерывности, пользуясь тем, что мы уже доказали непрерывность. Ну, собственно говоря, что там пользоваться-то? Что там? Надо по эпсилону получить дельту, да? Да. Там у нас получится некое уравнение, содержащее логарифм, его прекрасно можно разрешить, и просто формула будет не такая тривиальная, как те, которые мы раньше использовали, когда у нас в качестве дельта можно просто эпсилон взять. Можно, просто не хочу тратить время на это. Собственно говоря, мы доказали, что, кстати сказать, мы аккуратно доказали, что показательная функция непрерывность, да? Вот мы потом докажем еще, что если
Если исходная функция непрерывна, то с обратной к ней тоже непрерывна, тогда вообще доказывать логарифм специально не придется. Ну, это чуть позже. Так, вторая эквивалентность. Вторая. Так, вторая эквивалентность вот такая. А в степени x минус 1 эквивалентно логарифм А умножить на x. Когда x стремится к нулю. Вот. То есть мы хотим доказать, что предел а в степени x минус 1, деленный на x, равняется логарифм натуральный от а, когда x стремится к нулю. То же самое, да, вот это вот, эквивалентно этой записи. Ну, давайте докажем. Опять представим в виде суперпозиции. Вот логарифм по основанию а от единицы плюс y напишу здесь. Ой, господи. Так, нет, правильно, это правильно. Так, а здесь просто y. Я просто немножко не оттуда начал. Так, значит, в качестве y я хочу взять а в степени x минус 1. Почему тогда, почему здесь появится а в степени x минус 1, как раз понятно. Мы берем и вместо y это подставляем. Почему вот здесь появится x? Ну, смотрите, если мы вместо y подставим это выражение, единицы уйдут, правильно? Останется логарифм по основанию а от а в степени x. X мы можем вынести перед логарифмом, и останется логарифм от а по основанию а. Но это единица. И в итоге мы как раз и получим x. Так что вот такая получается суперпозиция. Зачем я такую суперпозицию взял? Ну, ясно, чтобы у меня уже было соотношение, которое я доказал. Значит, здесь что? Когда x стремится к нулю, это выражение, естественно, тоже стремится к нулю. Стремится к нулю, но никогда в нуль не обращается. Да? Значит, мы можем применить нашу теорему суперпозиции. Это равняется пределу y, деленному на натуральный... О, вот что я тут неправильно написал. Не вот такой логарифм. Логарифм все-таки по основанию а у нас, так? От единицы плюс y, когда y стремится к нулю. Ну, а это чему равняется? Это равняется единице, деленной вот. Единице, деленной на логарифм e по основанию а. Ну, а это, как я сказал, можно перевернуть, и у нас получится просто натуральный логарифм от а. Значит, вот тут я уже воспользовался доказанным отношением. Оно просто не перевернуто оказалось. Значит, логарифм оказался внизу, ну и это можно преобразовать. Доказали. Так. И третье соотношение. Мы рассмотрели логарифм, рассмотрели показательную функцию. Ну, кстати сказать, если у нас e в степени x минус 1, то это просто эквивалентно x. Да? Без всяких дополнительных коэффициентов. Третье соотношение. Третье соотношение будет такое у нас. Единичка плюс x в степени альфа минус 1.
Оказывается, это эквивалентно альфа х. Альфа произвольный показатель, неравный нулю. Вот. Здесь тоже, видите, если x в точности обращается в 0, тогда у нас тут получается 0, и здесь получается 0. Так? То есть обе части этого соотношения стремятся к нулю, и оказывается, что с одинаковой скоростью. Так, ну давайте мы сейчас сделаем перерыв, а вы как раз подумайте, как же это соотношение доказать.